Трамп второй раз нападает на Путина и говорит, что тот играет с огнем, а Москва отвечает заявлением о Третьей мировой. Что известно о новом витке конфликта между США и РФ? Россия заходит в Балтику и начинает военные учения под прикрытием десятков самолетов. В это же время в водах Балтийского моря учения проводит и НАТО. Что происходит? Зеленский предупреждает Россию об ударе дальнобойным оружием, а Москва заявляет о серьезной эскалации. Срочное заседание Совбеза ООН. Без заслуженного отдыха. В Беларуси растет количество работающих пенсионеров. Каковы причины и какой должна быть пенсия? В Украине провели опрос, как русскоязычное население относится к России и верит ли в победу ВСУ. Данные удивят. Обсудим. Казахстан отказывается от рубля, а Узбекистан готовится к ядерному ЧП. В стране принимают новый закон. Детали досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Нота протеста и выговор. Представителя российского посольства в Литве заставили объясняться, почему Россия бьет по украинским городам в нарушение норм международного гуманитарного права. Об этом говорится на официальном сайте МИД Литвы. В Вильнюсе считают, что подобные действия указывают на то, что истинные намерения России, далее цитата, «поработить Украину». Литва также раскритиковала Москву за отсутствие положительного ответа на предложение о 30-дневном перемирии между Украиной и Россией. Литва также обращает внимание, что, отказываясь объявить хотя бы 30-дневное перемирие, Россия демонстрирует агрессивное намерение продолжать развязанную ею войну и фактически отвергает усилия международного сообщества по прекращению убийств украинского населения. Литва продолжит всеми силами поддерживать усилия Украины по защите от агрессоров. Тем временем Латвия говорит «прощай русскому языку в школах». С 2026-2027 учебного года русский язык больше нельзя будет изучать как второй иностранный в латвийских средних учебных заведениях. Правительство утвердило поправки. Вместо русского только языки ЕС, Европейской экономической зоны или те, что регулируются межгосдоговоренностями. Учителям, которые преподавали русский, заранее сообщили, есть время переквалифицироваться. В приоритете теперь немецкий, французский и испанский. К 2031 году планируют подготовить 350 новых учителей и привлечь преподавателей из-за границы. Русский разрешат доучить лишь тем, кто начал это делать до 2026 года. Балтика на взводе. Российский флот начал масштабное учение в акватории Балтийского моря. В игру вступили более 20 боевых кораблей, включая фрегаты, корветы, ракетные и противолодочные корабли. Задействовано около 3000 военных. Все под прикрытием с воздуха. В небо будут подняты 25 самолетов и вертолетов. В России говорят, что такой выход в море необходим ради отработки сценариев защиты и удара. На связи силы Северного флота, поддержка с неба от ВКС, задействованы московские и ленинградские военные округа. В рамках учения экипажи будут решать противолодочные задачи и отрабатывать защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Тем временем Финляндия заявляет, что Россия вывела военные корабли в Балтику не только для учения. Российские военные начали сопровождать танкеры с нефтью, которые, по мнению Финляндии, относятся к теневому флоту. Об этом заявил министр обороны Финляндии. В Хельсинки добавляют, прямой угрозы не видят, но внимательно следят. В то же время, несмотря на все эти действия со стороны России, Москва нападает на Финляндию. Словесно, конечно же. МИД РФ критикует финнов также за военные учения на воде. В этих учениях, помимо Финляндии, участвуют Швеция, Германия и Эстония. Учения проходят в Архипелаговом море, Финском заливе и у южного побережья Финляндии. Таким образом, штатные, казалось бы, военно-морские учения, традиционно носившие национальный характер, в которых ранее не предусматривалось задействование иностранных воинских контингентов, ускоренными темпами, с безоговорочного согласия финских властей, превращаются в очередной натовский инструмент эскалации в российском приграничье. И далее о новом витке скандала между Москвой и Вашингтоном. Трамп уже во второй раз за эту неделю срывается на Путина. После его слов о том, что Путин сошел с ума, американский президент решился заявить, что Кремль устроил горячие игры. Вот чего Владимир Путин не понимает. Если бы не я, с Россией уже случилось бы много по-настоящему плохого. И я имею в виду очень плохого. Он играет с огнем. Путин на это сообщение не реагировал, а вот Медведев предупредил США о Третьей мировой. Сделал это также в соцсетях, как и Трамп.
относительно слов Трампа о том, что Путин играет с огнем и что с Россией могут произойти действительно плохие вещи. Я знаю только одну действительно плохую вещь – Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает. Спецпосланник Трампа при этом говорит: Москва молчит. Украина уже передала свое видение о завершении войны. Кроме того, у США есть свой план из 22 пунктов, а вот ответа от России все нет. При этом Кит Келлог считает, что рано или поздно Трамп, Зеленский и Путин сядут за один стол переговоров. И произойдет это не в Ватикане, как рассматривалось ранее, а в Женеве. Но к этому шагу Кремль надо склонить, говорит Келлог. Именно поэтому нужно продолжать оказывать давление на Россию, чтобы подтолкнуть их к переговорам. Когда Трамп разговаривал с Путиным чуть больше недели назад, россияне сказали, что подготовят меморандум, я бы сказал, дорожную карту к миру. У нас такая карта уже есть со стороны Украины. Теперь нужно получить аналогичный документ от России. И тогда свести оба документа и понять, что приемлемо, где точки соприкосновения. В российском МИДе накануне заявили, что РФ продолжает работать над проектом меморандума о завершении войны. В документе могут указать возможные сроки заключения мирного соглашения. Этого документа ждут и в Киеве. Там также заявляют, что, нанося ракетные удары по Украине, Россия бьет и по личной репутации Трампа. А поэтому у Белого дома есть два пути, как выйти из сложившейся ситуации. Давайте послушаем. У президента США все еще есть выбор. Первый вариант – подкрепить делами свои слова о сумасшествии Путина. Ввести новые санкции, продвигать полное эмбарго на торговлю с российской РА, одобрить новые поставки вооружений, усилить украинскую ПВО. Второй – развести руками, признать чрезмерную сложность проблемы и выйти из процесса переговоров о завершении войны. Кремль уверен, что произойдет именно так. В то же время Лавров заявляет, что излишняя эмоциональность Трампа никак не связана с действиями России. Виновата Европа, ведь саботирует усилия президента США, а еще подталкивает Украину наносить дроновые атаки по России и даже совершать попытку покушения на Путина, направив БПЛА на его вертолет под Курском. И, конечно, его как человека, который не любит препятствий на пути к достижению благородных целей, у него появляются определенные оценки, определенная риторика. Главное здесь не на риторику внимание обращать, а добиться, чтобы Европа прекратила саботировать движение к миру. Зеленский при этом говорит, что действия Украины – это зеркальный ответ на действия России. Москва стреляет, стреляет и Киев. На Банковой намекнули, удары будут наноситься по территории России, в том числе украинским дальнобойным оружием. Конечно, публично мы не можем говорить о существующих планах и наших возможностях. Но перспектива ясна. Зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Россия же созывает срочное заседание Совбеза ООН. В Москве говорят, оно необходимо после заявления Мерца, который говорил, что Запад снял все ограничения для Украины на дальнобойные удары западным оружием по РФ. События считают серьезной эскалацией. Мы решили ответить зеркально и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса. Греческое председательство, как мы ожидаем, назначит его на 10 часов 00 по Нью-Йорку, 17 часов 00 по Москве 30 мая. При этом западная пресса пишет еще об одной серьезной эскалации, а точнее напряжении, которое никуда не исчезло между Зеленским и Трампом. Генсек НАТО Рютте боится, что будущий саммит Североатлантического альянса может быть сорван из-за президентов США и Украины. Ведь один хочет в НАТО, а другой категорически против. И коса может найти на камень в Нидерландах, где и будет проводиться летний саммит. Учитывая все это, роль Украины на саммите остается неопределенной. Не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения Трампа к президенту Владимиру Зеленскому, который так же, как ожидается, примет участие. Как вам перепалка между Россией и Трампом? Что стоит за поведением и заявлениями американского президента? Он серьезен или нет? И что думаете о заявлении Медведева?
Большинство русскоязычных украинцев негативно относятся к России и верят в победу Украины. Об этом говорят данные опроса, который провел Центр Разумкова совместно с Киевским форумом по безопасности с 24 апреля по 4 мая 2025 года. Опрос решили провести после заявления Лаврова, который недавно вновь высказался о защите русскоязычного населения Украины. В Центре Разумкова уверяют, что позитивное отношение к России сохраняется лишь среди небольшого числа украинских граждан. Положительное или преимущественно положительное отношение к России выразили лишь 13% из них, тогда как негативное – 82%. Для сравнения, положительное отношение к Франции выразили 79%, к Великобритании – 75%, к Польше – 71,5%. Отвечая на вопрос, какая модель общественного развития кажется вам более привлекательной, 42% отдали предпочтение европейской модели, лишь 6% – российской. Кроме того, согласно данным соцопроса, в победу Украины в войне с Россией верят 55% респондентов, а не верят 33%. В возможность заключения мирного соглашения в ближайшее время верят 40%, не верят 48%. На сайте Центра Разумкова говорится, что опрос проводился методом личных интервью в 24 областях Украины и в Киеве на подконтрольных правительству территориях, где не ведутся боевые действия. В исследовании приняли участие более 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, а структура выборки отражает демографическую картину взрослого населения по полу, возрасту и типу населенного пункта. Теоретическая погрешность не превышает 2%. Знаю, что меня смотрит большое количество граждан Украины. Что думаете о таких данных? Напишите, пожалуйста, свой ответ на русском и украинском языках в комментариях под этим видео. В Беларуси пенсионеры все чаще не уходят на отдых, а идут на работу. Более 470 тысяч человек, получающих пенсию, продолжают трудиться, и их становится все больше. За год таких стало больше на 6%. Работают в том числе и целый рабочий день. Не на пару часов в неделю, а вполне серьезно, часто на полную ставку. Об этом сообщает Минтруда и соцзащиты Беларуси. Причем женщин среди трудящихся пенсионеров почти втрое больше, чем мужчин. Средний стаж после пенсии около 5 лет. Где они востребованы, спросите вы? Все по классике. Наука, медицина, образование, соцсфера и промышленность. Напомню, что в октябре прошлого года Лукашенко говорил, что белорусы в возрасте 55-60 лет – это еще не пенсионеры, а поэтому могут работать. И тогда заявлял, если человек желает работать на пенсии, надо дать ему такую возможность. Друзья, как много среди вас или ваших знакомых людей, которые работают на пенсии, потому что хотят работать, а не для того, чтобы прокормить себя, учитывая маленькую пенсию? Поделитесь своим мнением, какой должна быть пенсия. Я не о средствах. Должен ли быть заслуженный отдых? Либо лучше работать, чтобы не потерять условно социальную активность? Напишите свои ответы также в комментариях. Покажу их в следующих выпусках. Казахстанцы бегут от рубля. Издание «Закон КС» пишет, что статистика обменных пунктов страны демонстрирует отчетливую тенденцию. Население и бизнес продолжают активно избавляться от российских рублей. Несмотря на то, что курс российской валюты за последние месяцы вроде как вырос, казахстанцы продолжают активно его сливать и брать в руки доллары. И делают это массово. В апреле 2025 года казахстанцы продали рублей на 30 миллиардов тенге. Это на 62% больше, чем в марте. Экономисты говорят о нескольких причинах, которые привели к тому, что рубль больше не валюта доверия. Во-первых, он нестабилен. Во-вторых, геополитика. События последних лет повысили восприятие рубля как валюты с повышенными рисками. И третья причина – это международные переводы. Это тоже проблема. Провести рублевый платеж – целый квест, особенно за границу. Рубль активнее всего сдают в Астане, Алматы и в Восточном Казахстане. Не теряет популярности он в приграничных с Россией регионах. В то же время доллар пока на троне, но с нюансами. Американская валюта по-прежнему главный фаворит, но спрос на нее немного упал. Казахстан продолжает трясти. В республике снова землетрясение. Произошло оно накануне вечером, на этот раз в Жетысу. Расчетная интенсивность всего 2 балла. Несмотря на небольшую интенсивность, в республике говорят о тревожных звоночках. Разрушение не зафиксировано, однако специалисты МЧС и Казселезащиты выехали на осмотр. Проверили реки, плотины и прочие объекты. Все работает в штатном режиме. Повреждений не нашли. Люди не пострадали. Кстати, это уже второе землетрясение за последние дни. 25 мая дрожала земля в Восточном Казахстане.
Узбекистан готовится к ядерному ЧП. Законодательная палата Оли Маджлиса одобрила закон, по которому гражданам будут выплачивать компенсации, если случится авария на ядерных объектах. Речь идет о присоединении страны к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб. Документ четко прописывает правила, кто платит, сколько и за что, если случится ядерная утечка, взрыв или другая техногенная катастрофа. Помимо этого, Узбекистан получает международные гарантии и финансовую страховку на случай бедствия. Закон уже ушел в Сенат. Присоединение к Венской конвенции укрепляет защиту пострадавших, обеспечивая международно признанные правовые механизмы компенсации ущерба, устанавливает четкие обязательства оператора ядерных установок и создает надежные финансовые гарантии для покрытия возможного ущерба. Это повышает доверие к национальной системе ядерной безопасности, укрепляет международное сотрудничество и обеспечивает соблюдение современных стандартов в области ядерной ответственности. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.